26 января стало известно, что в сеть слили исходный код технологий Яндекса. Компания почти сразу подтвердила утечку. В архиве, доступном для загрузки, содержатся внутренние гид-репозитории с кодом 79 сервисов и проектов компании, а также внутренняя документация и ключи доступа к API. Размер архива составляет почти 45 гигабайт. То, что утек настоящий движок, уже неохотно подтвердили в самой компании. Как говорят некоторые блогеры, технологии Яндекса больше ничего не стоят и ничего не значат. Ведь теперь любой может сделать точную копию любого их сервиса. Так что получается? Крупнейшая IT-компания России уничтожена? Привет, меня зовут Денис, и я иду создавать собственный Яндекс. Ведь зачем он нам? Сейчас я пойду и создам компанию, и у меня будет все так же. Бебра такси, Бебра карты, Бебра еда. Да легко, мне всего лишь нужно использовать уже так любезно предоставленный мне хакерами код. Ладно, кроме шуток, о том, что действительно произошло в Яндексе и что с ним будет дальше, в нашем сегодняшнем видео. Приятного просмотра. Пройдемся по хронологии произошедшего. 25 января некий пользователь загрузил на один довольно популярный хакерский ресурс якобы скачанные им приватные репозитории с кодом Яндекса. Новость была подхвачена многими СМИ и вызвала резонанс. Как же так? Компания, которую сравнивают с Google в России, допустила утечку собственных проприетарных технологий. Поэтому Яндекс через некоторое время заявил, что признает кражу, но отрицает взлом, обвиняя сотрудника компании в краже кода. То есть копирование, по словам компании, происходило как бы изнутри, кем-то своим. Сервера не были взломаны извне. Важно, кстати, понимать, что был опубликован лишь код, а данные пользователей, даже если они были там украдены, не публиковались. Более того, из информации, которая у нас есть, доступ был получен только к рабочим репозиториям, где, в принципе, не может быть данных обычных пользователей. Помимо того, что код был украден сотрудником компании, Яндекс также утверждает, что, по сути, украденное является устаревшим и ценности не представляет. Не думаю, что во всем стоит верить заинтересованной стороне, поэтому я решил сам оценить, что было украдено, и в зависимости от этого немного порассуждать о том, пострадает ли Яндекс от этой утечки. Я расскажу об основных и самых обсуждаемых вещах, а в конце немного поделюсь тем, что нового и интересного узнали пользователи о российской IT-компании. Первое, о чем было заявлено при исследовании материалов, это то, что Алиса может прослушивать своих пользователей постоянно, даже без упоминания ее имени. То есть, как это работает? Для того, чтобы что-то спросить у Алисы или там дать ей какую-то команду, нужно сказать «Алиса», чтобы она, собственно, ожила и начала тебя слушать. А тут получается, что она и без этого слушает 24/7, но просто не отвечает, и как бы в таком неактивном режиме. Здесь ты ей делаешь логический вывод. Получается, что эти данные могут быть использованы для чего угодно. Например, для таргетирования рекламы или, в принципе, прослушивание человека 24/7 поможет узнать много чего о нем. Это же нарушение всех известных прав и законов. Да, отвечу я, это все как бы грустно. Но давайте-ка вот сейчас посмотрим правде в глаза. В современном мире нас прослушивают постоянно, и для этого не обязательно нужна какая-то там Яндекс-станция. Для этого достаточно простого обыкновенного смартфона, который есть у каждого. На нем есть микрофон, а значит Google, который, напоминаю, поставляет для 80% смартфонов операционные системы, может прослушивать тебя всегда, что не раз подтверждалось и не является чем-то новым для большинства. Если тебя это удивило, то ты либо живешь в пещере без интернета, либо где-то в своем таком розовом мирке, где компании не продают данные пользователей, не делятся этими данными с правоохранительными органами, а реклама таргетируется исключительно на основе истории твоего браузера. Реальность же чуточку другая. Уже давно не является теорией заговора тот факт, что прослушивая тебя, смартфоны отсылают услышанное в корпорацию владельца, затем информация обрабатывается, анализируется и там либо продается, либо используется для таргетирования рекламы в интересах этой же компании владельцев. Вдобавок, все устройства собирают такие данные, как твое местоположение, используемые приложения, отпечатки браузера, историю ввода с клавиатуры и другую различную информацию о тебе и твоей активности. Да о чем тут говорить, если даже роботы-пылесосы, как выяснилось, могут
могут прослушивать своих пользователей и делать фотографии в доме владельца. В общем, то, что Алиса следит за своими пользователями, это ни хрена не новость, это уже давно реальность. Конечно же, можно сказать, что это все исключительно для улучшения сервиса. Они просто стараются ради нас, чтобы нам было хорошо и мы активнее несли им деньги. Да, но какой капиталист в своем уме откажется от возможности дополнительно, так сказать, подзаработать и за определенную плату передать некоторую информацию третьим лицам? Тем более, что в большинстве пользовательских соглашений напрямую написано, что компания может собирать такие-то данные и делать с ними почти все, что захочет. Кстати, про то, что роботы-пылесосы следят за своими пользователями и делают фото в его доме, я недавно рассказывал в одном из своих постов в Телеграме. Вообще, мы там часто обсуждаем интересные темы, новости. Я выкладываю анонсы всех своих видео, пощу мемчики, а также свое мнение на какие-то события. Вот недавно выложил пост про новую серию The Last of Us, который, по моему мнению, несправедливо обрушили рейтинги из-за ее содержания. Ссылка в описании, QR-код на экране. Также при исследовании файлов архива пользователи обнаружили довольно забавные стоп-слова для Алисы. То есть это слова, которые заставляют Алису выключаться и переставать разговаривать с пользователем. Скриншот текстовых документов с ними сейчас на ваших экранах. Многие ржут с них, типа какие же вражки люди тупые, что даже с ассистентами голосовыми так общаются. Там помню где-то была фраза, что-то типа Алиса, ты не служила, вот и заткнись. Ну как бы да, люди иногда могут нести херню, но Алиса ведь отчасти для того и задумывалась, чтобы развлекать людей своими механизмами ведения диалога, чтобы человеку было весело с ней общаться, чтобы она могла пошутить и иногда забавно посмеяться своим механическим голосом. Так что я считаю, что странные фразы там не являются чем-то показательным. И, будем откровенны, в голосовом ассистенте того же Гугла, скорее всего, есть фразочки и поприкольней домашней дедовщины. Тогда, может, посмотрим котиков. Или попробуем захватить мир. Ха, прекрасная идея. Ну, так я плохого не посоветую. Еще одна интересная вещь, которая была найдена пользователями, это информация о том, что Яндекс в своем поисковике корректировал некоторые поисковые запросы пользователей, а также информацию, которую пользователь в результате получает. Все это делалось в интересах правительства Российской Федерации. То есть получается, что Яндекс в какой-то мере выступал ресурсом государственной пропаганды, продвигая нужные идеи. Об этом, кстати, я еще чуть позже скажу, и не давая пользователю видеть нежелательный, опять же, с точки зрения информационной политики государства, контент. Тут все на уровне новостей с прослушиванием. Ребят, как показывает история с одной популярной соцсетью, всегда это так работает и везде. Увы и ах, крупные компании работают на правительство своих стран в его интересах. Охуеть новость. Да, это неправильно, да, это в какой-то степени нарушает права и свободы человека. Что поделать, в таком уж мире мы с вами живем. Я бы мог вам многое рассказать о том, почему так происходит, но ведь вы меня любите в том числе за то, что я никогда не трогаю тему политики. И тут изменять своим принципам я причины не вижу. Просто приведу вам абстрактный пример. Кто захочет, тот поймет. Представьте себе программиста Васю, который устроился в Apple в отдел разработки. В один день та часть отдела, где работает Вася, собирается на собрание в Zoom. Каждый включает камеру, и они общаются. Обсуждают, что будут делать, кто чем займется. Обычная планерка. И вот в один момент тимлид говорит Васе: а почему у тебя камера как будто скотч на нее наклеен? Какая у тебя модель айфона? Может там баг какой-то в нашем ПО? А Вася ему в ответ и говорит: да у меня вообще-то Xiaomi. Просто понимаете, ваши айфоны эти, это херня галимая. Как можно пользоваться этим говном? Считаю, что каждый уважающий себя человек должен выбирать Android, как более дешевый и качественный вариант. Как думаете, что будет с этим разработчиком? Зачем компании сотрудник, который считает ее продукцию говном и, соответственно, не сильно горит желанием улучшать свой любимый продукт? Да и его уволят, и на его место посадят человека с нужными убеждениями. Так что просто скажу, что стоит принять как данность то, что компании следуют информационной повестке своего государства. Так всегда было и так всегда будет. Кто бы что ни говорил.
Помимо фильтрации результатов, также были найдены данные о неких таких приоритетах различных веб-сайтов. Некоторые появляются чаще, чем другие, некоторые реже. Например, по информации некоторых пользователей, исследовавших файлы архива, у Википедии, а также статей с ВК и Рамблера есть дополнительный приоритет в появлении в результатах поисковых запросов. Также у ТикТока есть там определенные какие-то дополнительные правила появления. Я не нашел никакой конкретики, но, ребят, я думаю, что таких правил вообще масса. Просто в нашем мире существует такая штука, как деньги. И вот одна компания заключает сделку по рекламе с другой компанией, платя ей эти самые деньги. И если это Яндекс, то почему бы не предлагать своим клиентам рекламу в виде более частого появления в результатах запросов? Я вижу это так, и не вижу в этом какой-то критической проблемы. Люди монетизируют свое творение, не особо-то и навязчивым способом, будем откровенны. Так что почему бы и нет? Если ты сомневаешься в том, что зачастую приоритеты настроены для рекламы, то исходя из того, что я нашел, и у такого сервиса, как Яндекс.Маркет, тоже есть свои приоритеты появления. Так что это в очередной раз подтверждает именно коммерческий интерес таких механизмов. Конечно, приоритет высчитывается не только на основе того, кто кому и сколько забашлял, а еще от всяких там траст-факторов, жалоб пользователей и прочего. Но это уже не так интересно. Просто сейчас найдутся умники, которые мне напишут, что я утверждаю, что весь поиск Яндекса проплачен. Нет, ребят, так не бывает. Итак, что в итоге? Я посмотрел некоторые файлы с кодом Яндекса. В нем нету ничего там сверхъестественного или необычного. Это стандартные рабочие репозитории с комментариями в коде, либо же строки кода, сгенерированные компьютером. На это указывают названия переменных. Многие подтверждают слова Яндекса о том, что во многих местах код отличается от актуального, хотя некоторые отмечают, что актуальный код тоже местами присутствует. Вдобавок, поискав сам и посмотрев, что нашли люди, я не нашел ни исходников нейросетей Яндекса, ни моделей их обучения, а следовательно, главные разработки компании как были, так и остаются приватными и недоступными широкой общественности. Если честно, я был немного удивлен тому, сколько информационного шума было поднято вокруг всего этого разными СМИ, хотя по факту ничего необычного в слитых данных-то и нету. Не думаю, что Яндекс хоть чуточку пострадал от этой утечки технически. С другой стороны, если утекли данные один раз, то такое может и повториться, и в следующий раз могут украсть что-то действительно стоящее. Надеюсь, они проведут внутреннее расследование и выяснят, как не допустить повторения истории. Ну ладно, там все-таки не дураки работают, сами разберутся. Хотя рассказывают разное. В конце хочу поделиться с вами интересностями, которые нашел я или другие пользователи в слитых файлах. Во-первых, было обнаружено очень много самописных внутренних инструментов, а также много документации. Кажется, что в Яндексе есть сильный перевес в пользу напишем сами, даже тогда, когда другие компании обошлись бы просто open source. Также Яндекс массово использует Telegram в качестве рабочего мессенджера. Ну и не мудрено. Telegram сейчас очень популярен, к тому же он доступен в отличие от ВК в большинстве стран мира. Ну и так как в Яндексе работают специалисты разных национальностей, то было бы вполне логично, что выберут именно его. В файлах была найдена куча ссылок на чатики в Телеграме, по которым можно было прийти и вступить. Сразу после новости о сливе большую часть из них, конечно, подчистили, но не все. Так что, возможно, именно ты найдешь какие-нибудь еще рабочие ссылки и успеешь поболтать в приватном чате с разработчиками Яндекса, если они, конечно, тебе вообще ответят. В репозитории Алисы тоже много интересного. Именно самой говорящей модели Алисы, как я уже сказал, нет. Но есть много разных скриптов для ее обучения, фрагментов обучающих данных и тому подобного. Есть выборка реальных запросов пользователей к Алисе. Частично эту тему я затронул в сегодняшнем видео. В репозитории почты есть код, который занимается разметкой данных из писем, в том числе анализируя письма с подписками на разные онлайн-сервисы и письма с чеками. Тут, кстати, очень интересная тема, потому что не совсем понятно, зачем это делается. То есть, фактически, Яндекс автоматически анализирует все письма, которые приходят пользователям. И помимо того же таргетирования, на мой взгляд, тут может быть другая причина. Например, Яндекс так мониторит конкурентов по рынку. Очень интересная теория, о которой можно долго рассуждать. Вообще, очень многие файлы представляют реальный научный интерес, и из них можно почерпнуть много полезных навыков от настоящих гигантов своего дела. В Яндексе работают очень хорошие разработчики, которые точно знают, как хорошо писать код. Так что советую тебе пройти по ссылочке в описании и скачать хотя бы часть репозиторий, чтобы посмотреть, как пишут код разработчики компании Яндекс. Ну а на этом у меня все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно напиши в комментарии, как тебе формат разбора новостей от меня. Ну и не забывай ставить лайк и подписываться на этот канал. Увидимся.